Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 октября. Давайте узнаем, что скоро случится или произойдет. Чего ждать? Ну или что ждать? Может быть и так тоже. И в самом начале мы с вами достанем 3 знака судьбы, 3 карты на колоде 78 дверей. Это будет без вопроса потоковая информация, в каких сферах жизни вам доведется или принимать важные решения, или события, которые оказывают влияние на вашу жизнь, влияют, может быть, даже через людей. Или, кстати, поскольку у нас такой период соответственный, да, какая-то история из прошлого, может быть, теперь, ну, как либо вспыхивает с новой силой, или для вас, а для вас именно такой момент, как дежавю какое-то может проигрываться особенно, но именно за счет знака. Я вас хочу пригласить, кстати, на свой сайт, я оставлю ссылку в описании под видео. Есть у меня разные прогнозы, именно гороскопы, с позиции планетарных транзитов, но я думаю, подсказок будет больше. Но, тем не менее, то, о чем вы думали, или то, что вы, может быть, прежде хотели осуществить, а у вас все время не получалось, вот здесь могут как и люди возвращаться в вашу жизнь, так и вопросы проясняться. Как будто то, что принадлежит вам, мои дорогие тельцы, не заберет никто. Но, тем не менее, первый знак судьбы, первая карта. С чем будут связаны события ближайших 10 дней, что скоро вот уже случится или произойдет, или с чем вам придется, с кем взаимодействовать. Ну и на второй колоде колесо года, все же сами по себе, как случайности, или то, что будет происходить, как действие, или с кем, с чем это будет связано. Что случится или произойдет с 20 по 30 до конца октября месяца для тельцов. Вторая карта неожиданности. Возможно ли какая-то правда откроется перед вами, или, может быть, и правда будет заключаться в том, что прежде вы в чем-то были правы, но не было возможности что-то осуществить. А вот теперь как пространство вам возвращает, я бы сказала, с 9 ноября вы будете это чувствовать до 26 апреля 2026 года. Вы будете это чувствовать еще более, ну, или активно, или вот эти вопросы, по которым прежде была путаница, а действительно принадлежит вам. Или какая-то тема, или что-то вы делали очень правильно. Вся наша жизнь – причина и следствие. Поэтому вот к вам, как и кто-то, так и что-то может возвращаться. Но, может быть, это немножко неожиданно для вас. Дальше. Что же прояснится или к чему идет это все? Какая закономерность тут работает? И давайте узнаем, чего ждать. Чего ждать в сфере личной жизни, любви, взаимоотношений для тельцов с 20 по 30? Чего ждать в сфере финансов и чего ждать в сфере ваших достижений? Работа, важные встречи, какие-то согласования, ваше планирование, может быть и документы, ну, может быть и какой-то честолюбивый план. Учеба, может быть также, да? У кого, одним словом, что? Итак, первая карта, первый знак судьбы. О, а вот зачем это, да, казалось бы? А ведь и правда что-то возвращается. Это карта выздоровления. Здесь может быть какая-то тягостная ситуация. Кстати, мои дорогие тельцы, вот ситуация, которая связана либо из прошлого с человеком, может быть, это даже близкий человек, или пусть это по работе, нам ведь не говорят конкретно, но в центре всего ваши какие-то переживания, ваши разочарования. Тройка мечей – это всегда очень сложный какой-то путь, граничащий с самоанализом, когда нам в одиночку пришлось вытащить себя из какой-то ямы или из какого-то болота. Это было сделать очень-очень сложно. Но теперь это уже выздоровление. Любая тройка – карта будущего. И вы спросите, это что, да я тут буду сидеть вот тут, да, и кукла Вуду? Нет, конечно. Это просто карта описывает прежнюю ситуацию, которая формирует те события, которые у вас будут разворачиваться с 20 по 30. И вы на это будете смотреть, как, знаете, такой спокойный арбитр, если можно сказать, или непредвзятый. Поэтому именно с ситуациями из прошлого будут отстраиваться реальные дни с 20 по 30.
Может быть, у кого-то это связано с документами или какая-то ваша самореализация, возможно, и отношения. Может быть, кто-то придет мириться, кстати, я такое допускаю. Ну, я не хочу сказать, что прямо сразу к нам кто-то приходит или звонит и начинает там в любезностях рассыпаться, хотя я этого не исключаю. Но знаете, сколько людей, столько и методов, наверное. Но самое главное ваше видение. Куда-то вы точно не хотите попасть еще раз. Или в какую-то зависимую ситуацию, или словно в какую-то темноту, которая вас ограничивала. И в этом ваша сильная позиция. Ваше время пришло, мои дорогие, для того, чтобы начать менять свою жизнь. Но, может быть, и придется как-то действовать по-другому. Закрытых дверей нет. Если мы говорим об этой колоде, открыты двери или закрыты. Но наступило время выходить как из этого заточения, так и из каких-то сложностей. Может быть, это даже психологически. Точно. Еще одна тройка. И все то, что я сказала, любая тройка, карта будущего. Нам показан ремесленник, который делает новые двери, мои дорогие. И дверь – это такой символ, знаете, как волшебная дверь, как в будущее, да, мы открываем. Где-то и символ, поскольку пентакли – это работа, для кого-то это будет сфера ваших достижений по части труда, карьеры, бизнеса. Может быть, это ваше вдохновение и творчество. Среди вас много творческих людей. Значит, это какая-то идея, которая из прошлого по какой-то причине не была реализована, а теперь вы будете выруливать на обгон. Правда? Вам как пространство возвращает возможность раскрыть свои таланты, стать популярными, заработать деньги, ну и решить некоторые вопросы по части вот этих пентаклей и денег вам полный вперед. Второй знак судьбы. Ну вот, наверное, примите к сведению, что восьмерка жезлов – это карта скорости, раз. А в этой колоде нам говорят, придется ключики подбирать. То есть, ну, наверное, какой-то сложный период жизни вас научил о том, что не всему можно верить, или то, что нам обещают, совсем не обязательно именно на 100% в этом контексте исполнится. Возможно, это будет связано с возвращением какой-то ситуации, но, мои дорогие тельцы, не на 100% это вот прямо так, как вы это себе представляли. Или конкретный человек, да, неважно какая сфера личной жизни, или это будет все же тут жезлы, дела, работа, бизнес и ваши достижения, ну и откуда к вам приходят деньги, то вот вам приходится рассматривать альтернативные варианты, иными словами, ключи подбирать. Но самое главное, выборы есть, есть возможность. Но мы не можем затянуть этот выбор, потому что, повторюсь, карта скорости, и вам придется, видимо, много анализировать в этот период с 20 по 30, что-то сравнивать, ну и где-то не допустить оплошность, может быть, от чего-то не отказаться, если это не идет на 100% с вашим мировоззрением, вашим видением, вашими желаниями. Тут вам дают возможность, понимаете, высшей силы. Это знак судьбы. Так вот, знак судьбы говорит о том, что ты телец. И одновременно проанализируй, чтобы себя не вогнать в какой-то минус, но и не откажись от чего-то. Поэтому какие-то мудрые решения вам предстоят. И причем вот это все то, что я говорю долго, вам придется, возможно, сделать за короткий срок. Вот так. Ну, наш мозг, подсчитано физиологами, в среднем принимает решение за 15 секунд. Ну, понятно, мы должны, как в компьютер, да, когда мы закладываем какую-то информацию, а он ее обрабатывает. Так и мы какие-то, чем больше альтернативных вариантов в свое сознание заложим, тем быстрее мы получим конечный итог. Отчасти благодаря нашему интеллекту, но и где-то опыту, куда мы точно не хотим еще попасть. Но и тогда возможности мы не упустим. Вот все, по сути дела, три карты говорят о какой-то подобной ситуации. И это как знак судьбы. Все в ваших руках. Ну, все то, что я сказала, посмотрите. У кого-то решение вопросов по части недвижимости, жилья, может быть, и переезда. Двери открываете вы сами. Это карта самодостаточного человека, и поэтому тут самореализация, вопросы работы, бизнеса, соглашений, документов. Вот все то, что я перечисляла, все в ваших руках. Но 9 – это всегда вибрирующее число. То есть, если мы перевернем, да, получим 6. А 6 по нумерологии – это всегда победа.
То есть есть вот такое, знаете, вибрирующее число или состояние даже, когда вроде и есть уже победа или ощущение, что у меня вот-вот что-то получится. Но это как в складках между светом и тенью. Это не однозначное широкое шоссе. Тут нужно как-то очень правильно действовать, потому что ваши возможности, задача перенести как будто в завтрашний день. Видеть на пару шагов вперед. Может быть много контактов, кстати, в этот период. Но это карта, когда мы должны именно сами, не с позиции, что нам кто-то дал совет или, ну, как даже пусть это будет контакт с вышестоящим каким-то лицом, и вы будете узнавать достоверную информацию, как что-то сделать по закону, да? Но бывают разные варианты. Значит, все равно нужно оттолкнуться, как это видите вы. И при этом подбирать ключи, взаимодействовать, договариваться. То есть, понимаете, вот для себя что-то в минус сделать никак нельзя. И вам буквально в этом высшие силы помогают. Ну, давайте мы узнаем, что случится или произойдет. Вот так. Вопросы, связанные с деньгами, с домом, с семьей, с взаимоотношениями, со всем тем, что важно для вас, мои дорогие. Для Тельца в центре вообще до конца 2025 года стоит ваше благополучие. И это, знаете, как тот фундамент, который вы сумеете, успеете отстроить, стабилизировать, и вы потом себе скажете спасибо. Уже с 3 ноября для вас откроется определенный коридор возможностей, но в этом коридоре могут быть и какие-то персоны, с которыми вы взаимодействовали раньше. Сложить все в единый красивый узор – это ваша задача. Так вот, сами по себе возможности подвести какой-то очень элегантный итог, что бы мы тут ни думали, с кем-то договориться или что-то конкретно обустроить через документы, все-таки десятка чаш, итоговая карта. Вот это то, чем вы остаетесь довольны, или то, что вам нравится, и есть смысл продолжать. Вот что-то подобное у вас случится, произойдет. То, что касается и вашей личности, и вашего дома, и вашего дохода. Тут все вместе, понимаете, сплетается, или может, по крайней мере, сложиться в единый красивый узор. Ладно, давайте тогда мы спросим, а что ж там про неожиданности, возможности? Однозначно. Возможность заработать деньги, возможность совершить переезд, возможность решить вопросы по части недвижимости, по части отношений, по части сферы финансов, знаете, как заложить какой-то краеугольный камень вашей стабильной финансовой ситуации в сегодняшнем дне и на завтра, потому что туз пентаклей всегда как зернышко. Мы садим его в землю, а потом получим денежное дерево. Вот у вас по части денег открываются возможности. И планетарно это тоже так. Но нам не говорят, что буквально нам мы ладони вот так подставили, а нам звезд насыпали. Но вы люди деятельные, вы на это и не очень-то рассчитываете. Поэтому какой-то альтернативный метод, он все-таки должен быть. Но я повторюсь, карта говорит, ты не упусти какую-то возможность, которая приходит неожиданно. Ладно, так вот это, что прояснится или к чему это все идет? Какое-то сотрудничество должно быть явно продолжено. Это какая-то дружба, или пусть это отношения, которые касаются работы. Может быть, это и личное партнерство, будем говорить, которое граничит и с дружбой одновременно. Ну, у кого-то семейный бизнес или общие какие-то интересы, мои дорогие. Жезлы, опять же, это какая-то деловая хватка и одновременно договоренности. Какой-то период времени, что прояснится. Явно карта говорит, есть в твоей жизни человек, с которым тебе нужно продолжать общение. Ну, как минимум с 20 по 30. Я бы сказала, знаете, когда у вас есть надежные люди или тот человек, с которым, ну, пусть даже касается работы, но интерес есть с его стороны и с вашей. Уже даже ради этого стоит продолжать. Потому что пара выращивает, вон, смотрите, какой плод, который прям нереальный какой-то. Но в одиночку этого бы не сделал. А вот вдвоем получится что-то удивительное. Явно есть в вашей жизни люди. Может быть, вы и будете так вот немножко оценивать ваше окружение. Это неизбежно, потому что вот это начало тройка мечей. Может быть, и человек как раз
Ну, некоторые выводы сделал. Или за это время как-то так развились события, его жизнь научила. Тут, вы знаете, тут самая разная может быть ситуация. Возможно, это просто даже согласование, да. Если мы берем документы, прежде вот действительно было какое-то фиаско, и справедливость, правда, была на вашей стороне. Но вот по какой-то причине, вы это знали, но по какой-то причине это не сработало, не срослось. И тут тоже пространство вам может вернуть возможность составить какой-то документ, заключить, может быть, его, да, ну, вот что-то подобное. Ну, пусть это не на 100% вот именно так, как вы это себе представляли, но все карты говорят: не упусти, телец. Правда, видимо, либо самому нужно будет как-то скорректировать, подобрать ключи, либо подвинуться как будто, ну, я условно так говорю, то есть имею в виду, опять же, не 100%, как вы это себе задумывали или представляли, а каким-то альтернативным путем. Личная жизнь. Чего ждать? Короля жезлов какого-то ждите. Ну, жезлы, да, может быть, есть как раз то сотрудничество, которое, ну, на какой-то процент, вы видите, должно быть продолжено. Может быть, это касается взаимоотношений. Может быть, это страстная любовь. Все-таки король жезлов иногда именно о страсти. Иногда нам карта говорит, это руководитель все-таки, правильно? И в этой колоде, обратите внимание, сидит наш король жезлов, а двое пашут. Может быть, это тот человек, который, ну, непосредственно занимает какой-то пост. И вы будете решать некоторые вопросы, и неважно, что король, а это мы по полукарту не рассматриваем, ну, как какое-то должностное лицо, с которым вы решаете личный вопрос. Поэтому выслушать, да, или какое-то содействие с ним, к примеру, может быть. Но делать-то вот поступать придется или решать все равно самому, потому что за вас делать что-то не будет. На какой-то процент, опять же, вот если мы соединим двойку жезлов и короля жезлов, на какой-то процент сотрудничество полезно, но надеяться нужно на самого себя. Это, знаете, как, с одной стороны, это человек честный, великодушный, дружелюбный, может быть, и снисходительный. Но если мы говорим включение или взятие ответственности за вас, то, скорее всего, нет. Поэтому какая-то ситуация из прошлого явно вас чему-то научила. Хочется достать еще одну карту. Это нам про что? Или что нужно, как нужно действовать? Может быть, есть тот человек, с которым вы будете именно финансовую ситуацию какую-то решать. Или то, что, может быть, это взаимодействие или какой-то партнер почему-то вам на личную жизнь. Но, может быть, и в личной жизни, даже у людей семейных, есть те темы, которые все равно можем свести к финансам. С одной стороны, вам, мои дорогие тельцы, может не хватать, допустим, хотя вам хватает вдохновения, но, может быть, нет каких-то жизненных сил или какой-то активности. И тогда король жезлов, он все-таки это харизматичный лидер, он способен вдохновить вас на что-то. И это тоже будет для вас важно. Но что-то вам может не нравиться, поэтому, возможно, эти ключи вы будете подбирать и к человеку, а возможно, сами к себе. Вы будете себя, ну, как бы относительно, знаете, вот этих ключей, можно сказать, как уговаривать. Или пытаться рассматривать разные альтернативные варианты и методом убеждений воздействовать на самого себя или саму себя, что рассмотри, сейчас это единственная возможность. Вот у кого-то что-то подобное может проиграться. Когда, может быть, вы бы и не очень хотели, но а вариантов немного, есть какой-то единственный, и вам как будто и себя нужно сберечь, и какой-то вопрос ваш решить, и вместе с тем как-то все-таки, ну, на какой-то процент интерес перекликается и с вашим тоже. Совет, так и хочется сказать. Ну вот смотрите, еще одна восьмерка жезлов. Все то, что я сказала. Здесь ключи, а здесь карта скорости. Конкретной бумаги. Возможности. Вот смотрите, если вам что-то предлагают или какую-то бумагу получаете, или есть возможность, ну, знаете, может быть, пройти несколько ступеней, но сама возможность появляется именно в этот период, с 20 по 30. И я бы сказала, оставьте рутину и занимайтесь каким-то конкретным вопросом.
Это касается либо вашей личной жизни, либо вашей личности. И действовать вот именно в этот момент. Карта скорости говорит, отложишь на потом, ну и все. А потом ты вернешься все равно к этому, а уже другие энергии, возможностей не будет. Может быть, для кого-то из вас иногда карта говорит буквально «собирайся в путь». Собрался, подпоясался и налегке куда-то стартанул. Вот все же мы спросили, как карту совет, поэтому, правда, какие-то скоростные мотивы у вас присутствуют с 20 по 30. Может быть, вы будете пересматривать сроки. Куда-то вы и прежде собирались. Или допускали, что я туда поеду. А вот здесь что-то может закрутиться, и нам говорят, давай, собирайся на старт, телец, не упусти возможность. Ладно, что же в сфере финансов, чего ждать? В принципе, я бы сказала, я уже проговорила, что есть какое-то сотрудничество, и вот, пожалуйста, на финансы влюбленные. Да, с одной стороны, это мы на выборе. Доверять, не доверять, продолжать, не продолжать, нужно мне это или не нужно. А карта говорит, сепарация только иллюзия. В этой колоде карт, обратите внимание, как руки двоих людей переплетены красной нитью. Это нам о чем? Что все-таки мы что-то будем продолжать. Здесь, знаете, в этой колоде эта карта очень добрая. Это клятва, это выбор, это любовь. Это какая-то связь, которая как на небесах, мои дорогие. Может быть, это как основной вопрос философии. Единство и борьба противоположностей. Это как притяжение противоположных людей. И в данном случае не пол имеет в виду, а когда двое разных людей умеют смотреть в одном направлении. И у них может появиться какой-то или получиться шедевр, но и появиться не один очень интересный план, когда вы один будете дополнять другого. Вот есть взаимодействие, сотрудничество на финансы. Сфера ваших достижений. Ну, наверное, неизбежно должна была выпасть эта карта. Это карта искаженного восприятия. И все то, что я долго говорила, что, да, ну вот как вы на выборе, да, вроде какая-то возможность возвращается, но не на 100%, как вы это видели. В то же время возможность выздоровления. И если мы какое-то время, да, про выздоровление мы тоже в самом начале говорили, были, знаете, как в замкнутом мире, в замкнутом пространстве. Мы не знали, как поступить. Отчасти вот эти энергии, они вам могут создавать внутренний такой хаос, противостояние. И может хотеться кому-то, знаете, так доказать или правду словно такую бросить, да, в лицо. И правда, возможно, на вашей стороне. Но хочется слова Марка Твена сразу вспомнить. Правду нужно подавать элегантно, как пальто, а не как мокрое полотенце, да, так вот наотмашь по лицу. Тут не время чего-то доказывать, понимаете, мои дорогие? И именно это может быть для вас сложновато. Потому что, да, справедливость вроде на вашей стороне, и вам возвращают, наверное, высшие силы, возможность какую-то. Но вот, наверное, вот эта заноза, которая глубоко в нашей душе, осадочек, мы говорим, остался, он будет просто мешать в искаженном восприятии. Ну, оставь прошлое в прошлом. Закопай топор войны. Карта трансформации. Совет. Вы столкнетесь еще с теми людьми, когда, правда, вам не раз придется... Это как может быть человек из прошлого. У кого-то тот человек, который вам добавил, ну, не самых приятных эмоций. Может быть, и были какие-то планы. Но потом эти планы, скорее всего, либо под откос пошли, либо человек как-то себя неожиданно повел. Ведь это карта противостояния. Причем без объяснений противостояния. Или когда было что-то прекращено. Невозможно было подписать документ, что-то осуществить. Вам кто-то что-то доказывал. Или вообще без доказательств. Ушел по-английски. Понимай, как хочешь. И для вас это вызвало вот эту тройку мечей или эту сумятицу. Вам судьба возвращает какую-то возможность. Но задача вот это противостояние уже не возобновлять. Заверши. И к чему это все придет? Что, мои дорогие, могу сказать? Магами не рождаются, ими становятся.
Вам самим нужно научиться, знаете, пользоваться теми возможностями, которые нам посылает судьба. Быстро перестраиваться, отказываться от того, что, ну, на данный период времени, сколько бы мы тут о чем-то не думали, не мечтали, но вот жить в моменте здесь и сейчас. Есть такая возможность, пусть не на 100%, так как вы это представляли, но она есть, она живая, она реальная. И значит, этим и нужно пользоваться или как-то правильно взаимодействовать. Карта говорит, для больших достижений, телец, тебе придется от каких-то грустных мыслей отказываться или от своего видения, как ты это представлял прежде, потому что это по прошлому, это уже больная какая-то ситуация с искаженным восприятием. А у мага, у него все конкретно. Он правильно оценивает то, что он намеревается делать, то есть цели и намерения, а также правильно анализирует те возможности, которые существуют вокруг него. И в целом он складывает такую палитру. Я хочу, я могу, у меня получится. Вот самая главная цель. А если нам приходится корректировать мелкие планы, значит, у вас тоже получится. Удивительный расклад. Путь мага от какого-то разочарования, от долгого периода, словно заточения, невозможности, какого-то ограничения. Но, тем не менее, быть внимательным как к людям, как будто чтобы не попасть заново, да, в какое-то замкнутое пространство. Может быть, и не довериться, научиться себя по-новому сохранять и взаимодействовать с тем, что есть, а то и само идет в руки, почему бы и нет. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю за ваши волшебные комментарии, за вашу искреннюю связь, поддержку. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.